Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Друзья, я продолжаю делиться с вами всеми тонкостями изготовления деревянных бочек, и в сегодняшнем видео расскажу вам о том, как из полученных в предыдущем видео клепок с профрезерованной боковой поверхностью нам собрать вот такую конструкцию для последующего стягивания и придания бочке уже всем известного бочкообразного вида. Для таких целей необходимо использовать рабочие обручи. Рабочие обручи — это обручи чуть большего диаметра, буквально там на полсантиметра-сантиметр. В связи с чем это связано? Это связано с тем, что клепка профрезерованная у нас имеет форму трапеции. По наружной стороне она не полукруглая, а еще плоская. Таким образом, при складывании между собой тут образуются углы. Соответственно, образуется окружность чуть большего диаметра. Для того, чтобы собрать все клепочки вот в такую конструкцию, нам и необходимы рабочие обручи, которые по размеру отличаются от чистовых в большую сторону. Для сбора клепок в такую конструкцию нам также необходимо будет какое-нибудь прижимное приспособление, с помощью которого мы можем зафиксировать первую клепку. Для таких целей я использую обычную прищепку для бумаги. Устанавливаем простым движением такую прищепку на металлический обруч и начинаем сборку деревянного остова. Данную операцию лучше производить на гладкой ровной поверхности, потому что во время складывания клепок в остов нам периодически нужно проворачивать всю конструкцию вокруг своей оси. И для таких целей и нужна гладкая и ровная поверхность, чтобы клепки нижним краем не зацепались за выступы и неровности. Работа, в принципе, довольно несложная, но требует определенных навыков. При складывании клепок в остов бочки большим пальцем правой руки я постоянно создаю давление на весь набор уже собранных клепок. То есть данное давление нам необходимо при провороте собранного остова. Если приподнять уже собранный остов, вы можете видеть, что я одним пальцем удерживаю весь набор клепок. Далее, при наборе последующих клепок, вот я правой рукой беру клепку, в это время двумя пальцами левой руки я удерживаю в напряжении уже собранный ряд, устанавливаю следующую клепку, опять передвигаю левую руку, фиксирую ряд, беру следующую и устанавливаю в остов. И таким образом, попутно проворачивая всю конструкцию, я собираю остов деревянной бочки. Конечно, вам понадобится некая тренировка и сноровка, чтобы собрать остов бочки. Но, в принципе, данный метод довольно прост и отлично работает. Последнюю клепку мы устанавливаем таким образом. Значит, двумя пальцами левой руки держим весь ряд, две крайних клепки. Снимаю прижим, устанавливаю последнюю клепку и чуть-чуть опускаю обруч. То есть сводим концы. Таким образом остов у нас собран. Далее надеваем пуковый обруч для фиксации собранного остова. Используя вот такую набойку, это заводская набойка, мне удалось ее найти, подарил один знакомый, ей, наверное, лет 100, если не больше. Такой набойкой мы устанавливаем на обруч и набиваем, таким образом фиксируя остов. Вначале я использовал, грубо говоря, вот такой молоток. То есть у него боек расположен не поперек ручки, а вдоль, то есть соосно ручки.
специальный такой молоток. Тут еще можно сделать прорезь, чтобы лучше была фиксация. И таким образом осаживать обручи. То есть наставляем данную набойку и молотком набиваем металлический обруч. Также можно использовать старые зубила. Острую часть необходимо сточить, сделать плоскую поверхность. И с помощью данного зубила тоже можно довольно успешно набивать металлические обручи. После сборки остова мы получаем вот такую конструкцию. То есть с одной стороны у нас клепки сомкнулись, с обратной у нас имеются вот такие зазоры. Нам необходимо ее стянуть. Для того, чтобы стянуть остов бочки и получить, как я уже сказал, всем привычную выпуклую форму, нам нужно прогреть клепку, пропарить. То есть для этих целей можно использовать паровую баню или же какую-нибудь установку для пропаривания. Но лучше всего использовать открытый огонь. Я все свои бочки прогреваю на открытом огне, попутно делая необходимый обжиг внутри бочки, какой может быть, скажем так, 3 или даже 4 видов. То есть легкий, средний, сильный и последний до углей. Все маленькие бочки под крепкие напитки я обжигаю до углей. Уголь является адсорбентом. Он, помимо того, что участвует в придании напитку вкуса и аромата, он вытягивает из напитка все оставшиеся, так скажем, сивушные масла. И таким образом очищая напиток и придавая ему новые нотки во вкусе и аромате. Так вот, для того, чтобы пропарить бочку, нам необходимо хорошенько ее прогреть на костре. Периодически окунать в воду. И только после этого приступать к стягиванию. Для стягивания бочки я использую вот такой стягиватель для небольших бочонков объемом 6, 8, 12 литров. И также у меня есть большой стягиватель, который я использую для бочек большого объема. То есть 20, 30 и 50 литров. Также можно использовать способ петли. С одной стороны мы закрепляем лебедку, протягиваем трос, закрепляем с второй стороны на соответствующую опору, набрасываем петлю на нижнюю часть остова бочки и таким образом стягиваем. Такой способ я использую при стягивании бочек маленького объема. Вот, к примеру, бочка объемом 0,75-0,8 литра. И с помощью петли я стягиваю такие бочонки. Такие бочки, конечно, больше имеют декоративное значение или подарочное, потому что выдерживать напиток в бочке такого маленького объема довольно нецелесообразно. Бочка имеет довольно большую площадь по отношению к объему напитка. Напиток быстро напитывается дубовыми танинами и, соответственно, через некоторое время может приобрести вкус плинтуса. То есть такие бочки лучше использовать на подарок. Поставить на стол и в хорошей компании употреблять любимый напиток. Ну и от слов нужно переходить к делу. Сейчас я буду стягивать несколько остовов деревянных бочек, и вы сможете увидеть, как выполняется та или иная операция. Сразу скажу, что лучше стягивать остовы деревянных бочек
в теплое время года. В холодное время, особенно при температуре от плюс 4 и ниже, я категорически не рекомендую делать стяжку остовов деревянных бочонков. Почему? Потому что на улице холодно, дерево плохо прогревается, оно подвержено к растрескиванию. Посередине у нас клепка может очень запросто лопнуть при стягивании. Как мы ее не будем прогревать? Потому что холодно. Во-вторых, во время окунания остова бочки в воду при низкой температуре происходит намерзание на поверхности остова, обручи, соответственно, соскальзывают. Соскальзывает в самый неподходящий момент. То есть при набивании обруча вроде бы зафиксировали остов бочки, снимаем стяжное приспособление, и тут неожиданный удар. Все, мы в обмороке, обруч слетел. Это, конечно, я немножко утрирую, но все же меры безопасности нужно соблюдать. Поэтому стягивайте бочки в теплое время года, а в холодное время занимайтесь какими-нибудь другими делами. В качестве материала для костра при прогреве я использую обрезанную заболонь, которая у меня остается после заготовки деревянных клепок, и также обрезки древесины после изготовления деревянных бочек. Я прогреваю остов бочки на открытом огне. Сделано нехитрое приспособление из обычного ведра, вырезано дно, вверху устанавливается остов, и таким образом идет прогрев. Прогрев контролируем рукой, то есть на ощупь. Клепка бочки должна быть довольно горячая. Периодически окунаем остов в емкость, подходящую емкость с водой, для того, чтобы хорошенько промочить клепку. И потом на огне идет парообразование, и клепка пропаривается, что нам облегчает стягивание. Непосредственно перед началом процесса стягивания бочку ни в коем случае не мочим в емкости с водой. Клепка на ощупь должна быть горячая. Установив стягивающее устройство, приступаем к процессу стягивания. При стягивании бочки трос иногда закусывает. Чтобы этого не происходило, нужно по клепке просто постучать молотком. Почувствовав сопротивление остова, нам необходимо снова окунуть бочку в воду и продолжать прогрев. Снова прогрев бочку, продолжаем процесс стягивания. В завершении процесса стягивания мы фиксируем стянутый остов металлическим рабочим обручем. И снимаем стяжное приспособление. Сняв стяжное приспособление, добиваем уторный обруч, надеваем
пуковий для фіксації остова. И теперь нам необходимо сделать закалку остова бочки и внутренний обжиг. Что такое закалка? Закалка — это такое состояние клепки, после которого она даже в разобранной бочке сохраняет изогнутую форму. Для этого нужно снова окунуть остов бочки в емкость с водой и вновь ставим на костер. Сильный обжиг подразумевает внутреннее горение остова деревянной бочки. То есть, когда у нас уже идет процесс горения внутри бочонка, у нас образуется сильный обжиг. То есть, это и является показателем того, что нужно окунать бочку в емкость с водой, и закалка и обжиг завершена. Если внимательно посмотреть на бочку изнутри, мы видим, что клепка обуглилась, наверное, на глубину миллиметров 3-5. То есть это обжиг до углей. И теперь можно приступать к обжигу и стягиванию следующей бочки. И еще один немаловажный момент. После обжига и закалки остова деревянной бочки нам обязательно нужно посадить все обручи. Друзья, результатом сегодняшней работы является стягивание 5 бочонков. 3 бочки по 12 литров. Это 2 дубовые с обжигом до углей, грушовую с сильным обжигом и 2 небольших 6-литровых бочонка, один из клена, второй из груши. Тут обжиг такой чуть больше среднего, тут сильный. После стягивания бочки должны высохнуть в течение 3-5 дней, а лучше недели или даже 2. После этого можно приступать к следующему этапу изготовления, а именно обработке уторов деревянной бочки. Но об этом я расскажу вам в следующем видео. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!